Всех вновь приветствую, дорогие друзья! Вы на канале DM Cars. И сегодня мы неспроста в таком прекрасном, зеленом, чистом месте. Все дело в том, что у нас сегодня на обзоре электрокар. Это Audi Q4 e-tron 2025 года. И перед тем, как вывалить на вас тонну информации, я скажу вам, что это не просто электрокар. Это немцы, это Audi, это комфорт. Ну что ж, поехали! Ну что ж, друзья, надеюсь, вам это понравилось. Сегодня у нас на обзоре e-tron с 40-й комплектацией, что значит, что у нас 313 лошадиных сил и 540 ньютон-метров крутящего момента. Система Quattro позволяет нам двигаться с максимальной стойкостью на дороге, и пробуксовок у нас вообще не будет. Ты садишься, и ты как будто на болиде едешь. Ты даже не представляешь, что это обычный электрокар, это обычная Q4. Она ведет себя очень классно. Многие говорят, 2,5 тонны, она корова. Она в поворотах ненормальная, ее заносит, ее там кидает. Нет, это не так. В поворотах она себя ведет очень достойно, очень хорошо. Позже мы это покажем. В целом автомобиль выглядит очень классно. Новая морда, не как у предыдущего Q4. Здесь у нас закрытая решетка радиатора, стеклянный значок Audi и также присутствуют парктроники. У нас в этом автомобиле также в дополнительных опциях присутствует пневмоподвеска, что сделает этот автомобиль, который и так мягкий, еще более мягким. Отдельное уважение Audi стоит выразить за шумоизоляцию в данном автомобиле. Здесь она реально классная. К примеру, если вы едете по трассе со скоростью 120 км в час, вы не услышите лишних шумов. Вы как будто плывете на подводной лодке. Сейчас я капот дерну, под капотку тоже покажем. Это же электрокар. Всем, наверное, интересно посмотреть на подкапотку электрокара. Опять палка моя любимая. А что тут рассказывать, я не знаю. Здесь мы видим элементы, у нас здесь тормозные жидкости, у нас здесь омывайки, у нас здесь... Также здесь, я не знаю, зачем тут какой-то аккумулятор. Я не знаю, зачем он здесь нужен, если это электрокар. В целом, я не знаю, что здесь дальше еще можно рассказывать, потому что, здесь нету сердца автомобиля. Далеко не отходя от подкапотки, вот все обратим внимание на эти тапочки. Это 20-й легкосплавные колеса. Очень красивый дизайн у них. И, насколько я слышал, эти диски позволяют вам сохранять электроэнергию, чтобы продлевать жизнь аккумулятора и ездить больше. Переходя в боковую часть автомобиля, мы у нас видим, что есть бесключевой доступ на все 4 двери. Откроем нашу дверку. У нас здесь наша дверная карта. Красуется очень красиво. А что это? Что это? Это саморез? Это саморез? В дверной карте мы сразу можем заметить, что у нас есть память сидений под 2 слота. Открытие багажника с кнопочки, тянете, открывается. У нас здесь есть очень классная функция, это автоматическое запирание дверей от детей, чтобы во время вашего путешествия дети попросту не выпали с автомобиля. Садимся в автомобиль и замечаем, что у нас здесь сиденья кожаные с надписью фирменной e-tron. Здесь они выполнены у нас на передних 2 сиденьях, водительском и пассажирском. Также держим руль, и сразу, что мы видим, огромный джойстик на круиз-контроль. Мне это не нравится, если честно. Также, что у меня непонятно с этим автомобилем, это для чего здесь лепестки? Для чего? Это электрокар. Зачем здесь лепестки? Но не будем об этом. Здесь у нас все в сенсорах выполнено очень прикольно, очень приятно на ощупь. Приборная панель у нас также экраном идет. Здесь у нас также идет 10-дюймовый экран. Салон, честно говоря, мне напоминает какую-то Q8 Audi. Элементы климата у нас выведены также на кнопочке. Почему нет сенсора, я не понимаю, но это выглядит прикольно. В принципе, вот клацаете вот так, как на самолете. Огромная консоль у нас здесь с коробкой передач. Что интересно у нас в этом автомобиле, что вам не нужно нажимать кнопку старт-стоп. Вам следует лишь нажать тормоз и переключить селектор на драйв. Также очень большой плюс, что у нас ничего не скрипит. Вот абсолютно ничего не скрипит. Это очень классно. Здесь у нас есть 2 слота под Type-C, прикуриватель, беспроводная зарядка, 2 подстаканника и очень красивая подсветочка. Не напоминаю за свой рост, я просто прыгаю сразу сюда. Залетел я очень резко, и здесь очень много места. Что? Я удивлен, я правда удивлен. Подлокотничек, как мы все любим.
очень много места, мне реально комфортно находиться. Панорамная крыша выглядит очень красиво здесь. Вы смотрите, когда едете, это прикольно. Здесь у нас также виднеется раздельный климат на задних пассажиров. Вы можете регулировать здесь температуру воздуха. Также есть прикуриватель и 2 порта под Type-C. Есть вот такие кармашки с сеточкой. На этом в целом все. По кузову всего автомобиля красуются надписи e-tron. Это, наверное, был закос под Брабус. Тут они, кстати, есть. И тут тоже есть. Почему их так много? Это был закос под Брабус, либо Менсери. Типа, что все видели, что это e-tron, но это и так видно, потому что это отличается от обычной Q4. Присутствует у нас электропривод багажника. На первый взгляд багажник у нас не такой уж и большой, но по факту у нас здесь 660 литров вместительность багажника с поднятыми сиденьями и 1725 с опущенными сиденьями. Также у нас присутствует нижний отсек. Также у нас есть выдвижной нижний отсек. Он вот так вот выезжает. И есть у нас еще один нижний отсек под инструменты, домкрат и так далее. Присутствует у нас в автомобиле сеточки крепления. Можете также закреплять свой багаж. Доступ в салон автомобиля с багажника. И на этом все. А сейчас мы будем делать то, чего вы ждали весь выпуск. Поехали. Что я говорил по поводу шумоизоляции? Здесь это прекрасно. Вот мы сейчас едем, ничего нет. Давайте дадим тапочку, послушаем. Это что, пылесос? Зачем мы на пылесосе едем? Ветер дует, e-tron. Очень прекрасные виды, прошу вас заметить. Очень классная местность, зеленая. Но все сделано как будто под нас, что мы ездим на e-tron. У нас экология максимальная, мы не вредим окружающей среде. Автомобиль очень управляемый в поворотах, несмотря на 2,5 тонны веса. И мне кажется, это все благодаря системе Quattro, потому что на 2,5 тонном автомобиле очень тяжело сделать хорошую управляемость. Но здесь она и правда классная. Прошу заметить, что разгон у данного автомобиля от 0 до 100 осуществляется за 5,6 секунды. Это очень хорошие результаты. И заявленная проходимость этого авто, по словам производителя, 450 километров. Но забудьте про эти цифры, это не так. В среднем у вас будет проходить автомобиль 350-300 километров. Так что забудьте про эти цифры. В среднем вы будете ездить либо, если вы хотите добиться тех цифр, вы должны ездить либо без кондиционера, либо с маленьким обдувом, не топить от слова вообще, соблюдать скоростной режим, и тогда вы, может быть, и достигнете этих цифр. Ну, динамика у этого автомобиля по городу очень бешеная, потому что она взлетает, очень крепко вжимает сиденье. Но, правда, это бесшумно, и такое ощущение, как будто, я не знаю, как будто вы в компьютерной игре просто. Странно очень. Не могу понять пока что свои эмоции. Ну что ж, друзья, к сожалению, и этот выпуск подходит к концу. В гостях у нас была Audi e-tron 2025 года. Автомобиль хороший для города, комфортный, экономичный, главное экологичный. Как мы увидели, на нем можно и покайфовать, подрайвовать по городу, потопить паточку. И также комфортно просто передвигаться по городу. С вами был DM Cars, увидимся в будущем.